Давайте поговорим о хлопьях. Когда я был маленьким, я ел больше хлопьев, чем другие дети из моего окружения. Я ходил с мамой в продуктовый магазин только ради того, чтобы выбрать себе хлопья ради призов в коробках. Я совершенно не представлял себе, из чего эти хлопья. И так продолжалось вплоть до колледжа. Скажу больше, я и в колледже их ел. И даже не догадывался, что это вредно. Хуже всего, когда хлопьями кормят ребенка в раннем детстве. Популярные детские рисовые хлопья содержат неорганический мышьяк. В почве, на которой выращивают зерновые и другие растения, мышьяк всегда был и будет. Его там очень мало. Это так называемый органический мышьяк. Наш организм легко с ним справляется. С ним проблем нет. Другое дело — неорганический мышьяк. Он появляется в почве из-за загрязнения воды, которой заливают рисовые поля и другие культуры. Он вреден для здоровья ребенка. Еще я нашел одно интересное исследование. Ссылка на него будет под видео. В нем изучали риск развития аутоиммунных заболеваний у детей, употребляющих хлопья. И я сейчас говорю о диабете первого типа. Еще одна проблема заключается в том, что у малышей нет ферментов, чтобы переваривать эти хлопья. Я говорю об амилазе. Она появляется спустя месяцы. Детей кормят пищей, которая просто не переваривается, да еще и с мышьяком. Об огромном количестве сахара я вообще молчу. У рисовых хлопьев высоченный гликемический индекс. В крови ребенка это превратится в сахар, и одно только это в последующем вызовет кучу проблем. Есть еще одна проблема, о которой вы наверняка знаете. В хлопья добавляют очень много сахара. В одном стакане некоторых хлопьев сахара не меньше, чем в пирожном. На коробке с хлопьями могут написать «полезно для сердца», потому что содержит цельные злаки. Проблема в том, что в цельных зернах содержится фитат. Фитат — это химическое вещество, мешающее усвоению цинка и других элементов, а цинк жизненно необходим растущему организму. Еще в продуктах из пшеницы есть глютен, а у многих детей аллергия на глютен. Он раздражает кишечник. У малышей начинаются воспаления, которые позже приводят к аллергии и множеству проблем с пищеварением. В детских хлопьях на 40% больше сахара, чем в хлопьях для взрослых. Это не значит, что последние полезны. Одна порция большинства хлопьев содержит минимум 2 чайных ложки сахара. И это не считая самих злаков, которые тоже преобразуются в сахар. Кроме того, есть проблема ГМО. Эти злаки, будь то пшеница, соя, кукуруза, даже сахарная свекла, все это опрыскивают глифосатом. Это гербицид, вредный для нашей иммунной системы. Следующая проблема — обогащение хлопьев. Может показаться, что это хорошая затея. Это же обогащение, так ведь? В хлопья добавляют синтетический витамин А, добавляют цинк, ниацин и железо. Но это не те витамины и элементы, которые содержатся в растениях. Они влияют на наш организм совсем по-другому. Более того, они могут накапливаться и приводить к проблемам. Что же тогда ребенку есть? На эту тему есть пара видео. Переходите по ссылке. Спасибо за просмотр.